Друзья, всем привет! Наконец-то выходит на глобальную прошивку очередное крупное обновление. И оно является не просто таким, что разработчики его чисто выпускают для галочки, чтобы оно существовало. Это обновление добавляет много разного функционала, который улучшит наши с вами смартфоны Xiaomi. Так что в этом видеоролике вы обо всем этом узнаете. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у меня получается подопытным выступает Xiaomi 15. Но сразу, чтобы вы вот на этом моменте видео не выключали, могу сказать следующее. Что на большинство смартфонов как этого года, так и прошлого года прошивка начала уже также рассылаться. Сюда можно отметить Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Poco X7 Pro и прочие смартфоны, которые так многим нравятся. Получается, версия прошивки 2.0.200.0. И в принципе в интернете, что между там блогеров, инсайдеров и пользователей ходит такая, вы знаете, не то чтобы легенда, но, условно говоря, такая ассоциация, что это HyperOS 2.2. Опять же, я об этом уже рассказывал и останавливаться в этом видеоролике не буду. Получается, прошивка стала доступна для европейского индекса. То есть имеется в виду, что вы в настройках там не меняете регион на какой-нибудь европейский, вам эта прошивка приходит сразу же. У меня же, получается, стояла прошивка глобальная стабильная, или же Global Stable, на которую обновление почему-то разработчики первоначально не сделали. И пришлось переходить на эту, что сейчас установлено, с помощью метода подмены. Кстати говоря, он полноценно работает, ничего не прикрыли, поэтому им можно пользоваться. Тем же, кому прошивка приходит по воздуху, у них доступен очень такой большой и весьма содержательный список изменений. У меня, к сожалению, этого нет, а лишь просто такие, знаете, обычные фразы, что это у нас там всевозможные патчи с безопасности за июнь и так далее. Я же, в свою очередь, думал, что это будет прошивка для этого устройства с Android 16, но Android 15 у нас с вами здесь установлен. Получается, что вас из всего такого большого обилия этих вот там слов, цифр должно заинтересовать? Первое. Если же ваше устройство поддерживает в разделе блокировки экрана такую опцию, как настроить ярлыки, это первая фишка, которая добавляется у нас в глобальную стабильную прошивку. Изначально еще где-то с месяца 2 или 2,5 назад я показывал, что эта фича добавлялась на китайской прошивке и разработчики это тестировали. И лишь только сейчас это доходит сюда до глобалки. В чем заключается в принципе суть этого раздела? В том, что вы, получается, можете себе как для левого, так и для правого ярлыка настроить то, что вам необходимо. Допустим, меня всегда напрягала история на экране блокировки, которая называлась как карусель обоев. Вот здесь вот она постоянно возникала, меня, честно говоря, это не очень-то воодушевляло, постоянно оно вылезало, постоянно активировалось, и наконец-то можно от этого теперь избавиться. Я понимаю, что в комментариях вы сейчас можете мне написать, что можно карусель была заморозить там и тому подобное, но опять же, зачем выполнять лишнее телодвижение, когда у нас по умолчанию должна быть такая возможность. И тут вы, в принципе, можете гибко все это под себя дело настроить. Могу отметить, что очень приятный функционал, и этого действительно не хватало. Еще чего не хватало в новой прошивке, так это, конечно же, настройки ярлыков в строке состояния. Многие на этом моменте расстраивались, жаловались, рассказывали, что разработчики очень плохие люди, то, что это убрали. И вот в этой прошивке они данную историю возвращают. Но если многие думали, многие хотели, чтобы у нас количество отображаемых значков было неограниченное, назовем это так, но разработчики посчитали это не совсем таким значущим моментом и оставляют нам с вами такие вот опции, как в принципе нет значков, один значок или же 3 значка. Но спасибо хотя бы на этом, что данная опция остается. И получается, вот здесь вы также можете все гибко очень поотключать и настроить, что непременно является плюсом в этом обновлении. Но мы с вами следуем дальше. Что еще разработчики нам здесь с вами добавляют? Кого интересует еще также раздел Xiaomi Hyper AI, тут ничего нового у нас с вами не появляется. Хоть там где-то писали, что добавляется AI, там что-то писание или умный еще какой-то писатель, тут у нас он и так в принципе есть по умолчанию, и тут не стоит ожидать, что в этом обновлении чего-то такого разработчики новенького нам добавят.
Следующие же моменты кроются у нас в разделе персонализация. Как бы то и те, у кого есть список изменений именно в полном формате, там написано, что есть и размытие обоев, и, значит, новый эффект линза, я на этом останавливаться не буду, потому что об этом вы и так уже знаете и от меня, да и не только от меня, потому этот момент мы с вами упускаем. Тут важно отметить следующее, что для экрана блокировки добавляется вот такой интересный стиль, который, ну, я думаю, что действительно улучшит наши с вами смартфоны в плане, ну, какой-то кастомизации. Все очень гибко можно настроить, под себя как-то довести до ума, и в принципе будет очень красиво. И да, кстати, линза вот так вот с этими обоями будет красиво выглядеть. Плюс еще разработчики говорили, что они там что-то со шрифтами пошаманят, но я, честно говоря, каких-либо изменений в этом моменте не заметил. Так что вот еще одно интересное изменение в разделе персонализации. Также думал, что у нас проявится раздел с домашними питомцами, ну или же AI питомцами, кому это интересно. Оно там через Activity Launcher активируется, но опять же хотелось, чтобы было все по умолчанию. Но увы и ах, этого у нас с вами нет. Еще также надеялся, что у нас для распознавания отпечатков пальца добавятся именно красочные стили, которые были когда-то и которые еще когда-то там были вырезаны. Но все так же у нас они остаются монохромными, ну и не совсем, честно говоря, это красиво смотрится. Хотелось бы куда более, знаете, ну какой-либо привлекательности всему этому делу. Что касается рабочего стола, оптимизации, быстродействия, работы жестов и прочего, в принципе, да, аппаратом можно пользоваться, понятное дело, и многие другие пользователи отмечали на примере своих смартфонов, что хуже не стало. Плюс, опять же, если вы пользуетесь жестами, вы зайдете в раздел «Способ навигации», у нас с вами сюда переносится такой раздел, как ярлыки, а именно нажмите и удерживайте полноэкранный индикатор. Если же раньше у нас был отдельный раздел под названием «Обвести и найти», то теперь он у нас, грубо говоря, перекочевал сюда. И тут у нас с вами доступно всего лишь две опции, то есть «Обвести и найти», а также нет никакого действия по данному жесту. Ну и, грубо говоря, вот так вот это должно у нас с вами работать. Мы удерживаем этот полноэкранный жест, хотя не с первого раза почему-то оно у нас может сработать. Ну, опять же, к этому надо немножечко так приноровиться, а вот получается, у меня вся эта история проявилась. То есть, чтобы вы не думали, мол, разработчики там что-то повырезали, они просто это перенесли немного в другой раздел, в котором надо еще, знаете, покопаться, порыться и это все добро найти. По всем же оставшимся разделам ничего нового разработчики тут нам, к сожалению, не добавляют. По расширенным настройкам тут все остается по-старому, и ничего нового, увы и ах, нам с вами не найти. Стоковые приложения разработчики, конечно же, обновляют, там и галерею обновляют приложения темы, безопасность, и, что примечательно, в новой версии прошивки у нас новая версия камеры. Кому интересно, получается, Xiaomi 15 по стоку у нас будет поддерживать, если мне память не изменяет, версия 6.0, да. То есть я знаю, что есть версия 6.1, и не нужно писать в комментарии, что вот ты там не шаришь, что вот там как бы-то у тебя устаревшая информация. Все я знаю, 6.1 существует, даже более чем там 6.1 существует. Проблема в том, что на Xiaomi 15 не запилили оптимизацию и поддержку версии 6.1. Возможно, когда-то там разработчики этот момент устранят, но на сегодняшний день, увы и ах, живем с не совсем актуальной версией камеры на этом смартфоне. И также еще один интересный моментик у нас с вами будет крыться в разделе шторки. Тут получается у нас есть такая опция, как показывать метки значков в центре управления. Хоть эта опция начала появляться еще до крупных обновлений, но у кого-то она была, у кого-то нет, соответственно нам эта опция позволяет активировать названия под ярлыками. Опять же, нам не придется там куда-то лезть дополнительно в настройки, что-то там искать, настраивать, в общем, все у нас есть с вами под рукой, как говорится. Ну и что же, теперь пора подвести итог этому большому обновлению. В целом я остался доволен, я ожидал, что разработчики это, там должны когда-никогда добавить, и вот этот момент случился. Также еще приятно радует, что многие аппараты начали получать это обновление. И важно еще также не забывать, что в зависимости от устройства, сегмента, класса, ценового сегмента, назовем это так, как бы то не все фишки могут проявляться. Потому не думайте, что если у вас там чего-то из показанного видео нет, это как бы то разработчики забыли или же еще там что-то сделали. Просто в зависимости от сегмента они это добро урезают. Так что если вам эта прошивка пришла или вы ее ждете, я вам ее рекомендую установить на свое устройство Xiaomi.
Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.